Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим и главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте. Кибератака на Роснефть, Лукойл, НСПК осуществляется из Ньюберри, окраина Лондона. Там базируется одно из подразделений кибервойск Англии, а дроны в очередной раз пытались атаковать газовые хранилища в Крыму. Прокомментируйте, пожалуйста, получается, что Украина уже нарушает мораторий или это что-то другое? Да, действительно, получается, что Украина уже нарушает мораторий и продолжает наносить удары. То есть, в принципе, конечно, можно было бы сослаться на то, что это там, дефект исполнителя, кто-то что-то не так ввел, не туда нажал, но никаких подобных комментариев не последовало. И поэтому, в принципе, можно, наверное, говорить о том, что эта упертость свидетельствует о том, что Украина не собирается, наверное, к этому мораторию присоединяться. И это такой, в общем, не то чтобы плевок, но показ языка, что называется, в сторону США. Видимо, это такой сигнал, переданный британцами через Украину американцам по поводу того, что вы там особенно с русскими не заигрываетесь и не договариваетесь, потому что, в общем, вы таким образом нарушаете наше западное единство, борьбу против России, поддержку с Украиной, и нам это все, в общем, очень не нравится. А если же вы собираетесь и дальше идти на поводу у Путина и России, то, собственно, спровоцировать усиление конфликта и свести на нет миротворческие усилия Трампа, какие бы они ни были, в общем, мы сможем достаточно просто вот одна-две провокации, и, собственно говоря, все перемирие летит в тартарары. Ну а что касается кибератак, то должен сказать, что если попытаться посмотреть на статистику, то с начала этого года их количество и длительность резко усилилось. По данным экспертов, количество и продолжительность кибератак в январе-феврале этого года выросло в 8 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем, если раньше продолжительность и как бы мощность кибератак были меньше, то теперь это прям вот реальные, ну, фактически кибервойны, которые ведутся в том числе, опять же, как мы видим, против российской энергетической инфраструктуры. Ну, то, что это делается из Великобритании, а не с Украины, собственно, не отменяет результата этих атак. То есть, опять же, удары наносятся прежде всего по энергетике и по системе топливообеспечения. Так что, в общем, такая своего рода британская демонстрация, что если США продолжают следовать тем же курсом, то у бритов найдется возможность для того, чтобы и ударить по российской энергетике самостоятельно, и спровоцировать Украину, нарушить мораторий и как бы бить до тех пор, пока провокация не приведет к усилению конфликта. Ну, главное, что при этом Великобритания ничего не теряет. Ну, а что касается Украины, то ее потери вообще, похоже, в Европе и тем более в Великобритании мало кого волнуют. А не кажется ли, что Украина сама роет себе яму и в ходе последних переговоров, когда Российская Федерация предполагается, что снимут санкции с Россельхозбанка, да, упрощение продажи российских удобрений в мире и продовольствия. Не кажется ли, что именно вот эти вот поблажки пошли после атак Украины на энергетику Российской Федерации? Возможно и так, хотя на самом деле с точки зрения подключения к Свифту, тут американцы вряд ли что-то могут сделать, потому что контроль и управление Свифтом происходит из Европы. То есть американцы могут, скажем, не то чтобы там снять санкции, они не могут снять европейские санкции, они могут попытаться поговорить с европейскими партнерами о том, чтобы их смягчить, потому что вот с точки зрения там тех же самых поставок удобрений и сельхозпродукции,
SWIFT история все-таки европейская, поставки удобрений и сельхозпродукции – это история, наверное, скорее британская, потому что в данном случае придется привлекать британские страховые компании, потому что именно они являются лидерами и законодателями на рынке страхования морских перевозок. Ну, вот это, опять же, такой некий сигнал и знак американцам, что они могут предлагать различные инициативы, они могут соглашаться на какие-то российские предложения, но те, кто контролирует эти процессы, не собираются ни с кем ни о чем договариваться. Ну, вот, опять же, из таких последних заявлений европейские чиновники заявили о том, что любое снятие санкций, вообще даже переговоры хотя бы или обсуждение возможности снятия санкций возможно только в том случае, если Россия выведет свои войска с территории Украины, ну, как бы вот с международно признанной территории Украины. Поэтому в данном случае эти переговоры пока носят характер благожелательных обсуждений и сбора позиций с разных сторон. А вот смогут ли американцы действительно с практической точки зрения что-то сделать, большой вопрос. Потому что вот эти сферы, получается, что контролирует и Евросоюз. То есть, в принципе, сейчас торг идет ради торга. По большому счету, да, в принципе, зачастую вот эти переговоры, во всяком случае, позиция США, она выглядит не то чтобы там попытка действительно порешать вопрос в практической сфере, а создать вокруг этого некий шум и ореол миротворческой деятельности, что, в принципе, наверное, играет даже не столько на внешней аудитории, сколько на внутриамериканскую аудиторию, потому что, соответственно, свежеизбранному президенту Трампу надо демонстрировать какие-то достижения, собственно говоря, выполнять предвыборные обещания. То есть, что касается снижения цен на нефть, там, его там, заявлений о том, что он прекратит украинский конфликт там, за 20 дней, там, за 100 дней, там, за месяц и так далее, не суть важно. Но так или иначе, эти обещания надо как-то выполнять, и пока, в принципе, с этой точки зрения у него все вполне позитивно, все движется в нужную сторону. Да, действительно, эти переговоры пока не приводят к никаким практическим результатам, но, по крайней мере, каждый вечер, ну, я имею в виду по нашему времени, в России наступает вечер, в США утро, и мы каждый раз читаем, что Байден назвал переговоры успешными, заявления прекрасными, динамику положительной, но за этим с практической точки зрения пока ничего не стоит. Возвращаясь к вопросу российских удобрений, как там себя чувствуют производители удобрений в Европе? Производители удобрений в Европе чувствуют себя так себе, потому что в немалой степени производство европейских удобрений базировалось на поставках дешевого российского газа. Вот, в частности, например, буквально сегодня крупнейший в Литве производитель удобрений прекратил работу, сообщив с надеждой, что работа прекращена, скорее всего, до мая, но в мае они постараются вновь запуститься. Проблема, собственно говоря, проста. Удобрения надо из чего-то делать, делать их можно из российского газа. Если же нет дешевого российского газа, из американского дорогого СПГ удобрения тоже получаются, но просто стоят очень дорого, их никто не покупает. Ну, соответственно, многие заводы по производству удобрений начали сворачивать свою деятельность, и если какая-то промышленность или IT-сектор переносит свои производства туда, где подешевле электроэнергии и больший режим благоприятствования для там, этих компаний, то производителям удобрений переносить свое производство особо некуда, они просто закрываются. Ну, а если они, соответственно, закрываются, то закупка удобрений начинает происходить по всему миру. Вот, в частности, в Европу теперь едут удобрения из Латинской Америки. Да, это не так дешево, как в России, но, собственно говоря, это, по крайней мере, хотя бы дешевле, чем из других источников. Или, вот, как выяснилось, дешевле, чем производить это самостоятельно.
Поэтому, в общем, у сектора производства удобрений все достаточно грустно. Причем это грустно наступило не вчера и не сегодня, а еще в 2022 году. Да, собственно говоря, еще и до начала СВО, и до введения санкций эта отрасль чувствовала себя в Европе так себе, потому что, напомню, кризис энергетики в Европе разразился не в феврале 22 года, когда началась СВО и появились первые санкции. Сложности с энергетикой в Европе начались значительно раньше. То есть вот этот вот кризис, он достаточно системный, и просто ситуация с санкциями против российского газа его усугубила и ускорила. Можно ли говорить о том, что из-за развития энергетического кризиса ряд отраслей промышленности в Европе уже не восстановятся? Вероятность этого весьма велика, потому что слишком много всего разрушено, и слишком тяжело будет вернуться назад как с экономической, так и с идеологической, собственно, точки зрения, потому что, например, можно с уверенностью говорить о том, что атомная энергетика в Германии разрушена. И вернуть обратно это вряд ли возможно, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, немцам так долго объясняли опасность атомной энергии, что сейчас буквально там за год-два переобъяснить им это обратно будет достаточно проблематично. Соответственно, те компании по производству удобрений, которые позакрывались, соответственно, для того, чтобы вернуться обратно, нужен персонал, нужно оборудование, которое, в общем, за это время, скорее всего, придет в упадок и негодность. Соответственно, нужно искать новые источники газа для производства этого удобрения. Ну и, наверное, молиться, что все-таки договорятся и Северный поток запустят обратно, потому что в противном случае ситуация останется такой же, как и была. Что касается металлургов, перенос металлургического производства штука достаточно сложная и дорогая. Соответственно, если там металлурги или автопроизводители будут переносить свое производство в зоны с большим комфортом и благоприятствованием, то вернуть их обратно, для этого придется тратить силы и средства. А с учетом того, сколько сейчас Европа вынуждена тратить на энергетику, и плюс на субсидирование этой энергетики для собственного населения, откуда деньги? Кстати, еще один важный момент. Я думаю, что, наверное, вряд ли что-то вернется, разве кроме военной промышленности, потому что, судя по планам, в Европе со страшной силой вооружаться и выделять там какие-то миллиардные миллиарды на военные расходы, это потребует на самом деле не только дополнительных каких-то средств, там, производства и так далее, но это потребует дополнительной энергетики, потому что все эти увеличивающиеся объемы военного производства, они не берутся из ниоткуда, они так или иначе должны подкрепляться каким-то энергетическим базисом, потому что заводы без электричества не работают. Соответственно, получается, нужно либо где-то покупать газ, чтобы было электричество для работы этих заводов, либо, собственно говоря, уже наступив на горло собственной песни, возрождать обратно угольную промышленность. И вот это будет удивительный парадокс, когда мы будем видеть зеленую Европу, утыканную трубами угольных электростанций, которые дымят так, как было там, я не знаю, в Лондоне в XIX веке. Это, конечно, апокалиптическая будет картина. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Рекомендуем. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где
Мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.